Так, ну, в двух словах скажу про саму площадку. В интерфейсе доступен чат, его видят все участники. Также в чате можно написать персональное сообщение, кому вы хотите, и никто другой его не увидит. Дальше есть возможность полного просмотра, то есть сделать полный экран для презентации. Ну, возможно, будет кому-то так удобнее. И, ну, если какие-то вопросы будут, тоже пишите их в чате, чтобы было минимум проблем, потому что пробовали уже раньше связываться через микрофон со слушателями вебинара, но часто мешают звуки или какие-то проблемы с сетью. В общем, чат более надежный. А сейчас, я думаю, уже можно начать. Меня зовут Дмитрий Крикун, я заместитель директора компании «Белый ветер». Сегодня моя презентация будет о облачных решениях от Microsoft, в частности Office 365. Данная услуга, данный сервис уже доступен в Украине. То есть, если мы год назад говорили о том, что она будет только-только попадать на наш рынок, сейчас можем сказать, что она уже здесь, в Украине, продается успешно, и что вы можете быть потенциальными пользователями этой услуги и стать ими очень быстро и оперативно. Office 365 это, ну, скажем, новая модель использования приложений от Microsoft. То есть это не просто новое какое-то отдельное решение, целый комплекс решений, которые доступны для классических портативных компьютеров, для пользователей Mac, пользователей мобильных устройств, причем тоже независимо от того, на какой платформе они работают, на платформе от Apple, от Windows Mobile или на Android. Новый вариант работы, он не привязывается к отдельному компьютеру или устройству, он доступен сразу на нескольких устройствах в виде подписки. То есть теперь пользователи могут более гибко реагировать и изменять инфраструктуру своей компании в зависимости от того, какие задачи перед вами стоят. И поддержку вы будете получать напрямую от Microsoft. То есть вот эту инфраструктуру содержит сама компания Microsoft. Ну, в двух словах скажу о тех тенденциях, которые сейчас Microsoft транслирует через свои открытые источники. Они подсчитали, что рост доли облачных решений в целом, он будет по миру вырастать. Вот, и в 2015 году больше 20% будут работать, ну, всех компьютеров и пользователей Microsoft будут работать в облаке. Видимо, это мировая практика, то есть они какие-то усредненные цифры дают. Также заметен тот тренд, что смартфоны вытесняют рынок обычных телефонов. Эти персональные устройства, они, в общем, собственно, их темпы роста превышают запланированные темпы роста продаж. И еще один момент такой, что вот эти устройства, как правило, люди покупают для личного пользования, и очень часто они эти устройства используют на работе и для рабочих целей. Дальше. Что касается непосредственно Microsoft, они уже очень много денег потратили на инвестиции в эту вот облачную инфраструктуру. Это говорит о том, что у них далеко идущие планы и о том, что они делают большую ставку на данный вид услуг и данный вид сервисов. Дальше можно сказать, что уже сейчас это проверено, что облако это более безопасный вариант работы. Это особенно актуально для Украины, поскольку серверная инфраструктура, она разбросана по всему миру. И она дублирует, то есть информация на серверах, она защищена своими стандартами общемировыми, то есть, и она дублируется, то есть потери информации практически исключены. И сейчас уже Microsoft гарантирует бесперебойную работу в течение 99,9 всего времени, годового времени работы в сервисе. Причем эта услуга, она не имеет значения, где она предоставляется. То есть она везде этот стандарт соблюдается, где бы ни находился в этот момент пользователь. Ну, собственно, гарантии Microsoft предоставляет достаточно высокие.
Мы предлагаем офис во всех сегментах коммерческого сектора и с различным количеством пользователей. Чтобы дать полное представление о всей линейке, здесь представлен Office 365, это верхняя часть экрана, покупаемые по подписке и продукты Office стационарные, которые предлагаются в виде бессрочной лицензии, в коробках. Это нижняя линия продуктов. То есть целью данного слайда показать, что Office 365 по сути покрывает задачи, которые раньше покрывали коробочные продукты. То есть для каждого сегмента покупателей существует решение Office 365, которое ранее было доступно в коробочной версии. Какие компоненты Office 365 доступны сейчас для среднего и малого бизнеса? Это слайд обзорный, то есть мы подробнее разберем еще, что сюда входит. Но в общих чертах, то есть в первую очередь, конечно, это Office Professional Plus, самая актуальная версия для клиентов по подписке. Это не веб-версия Office, это приложение, которое доступно для скачивания, устанавливается на стационарный компьютер и используется, но при этом не происходит покупки непосредственно с собой коробки. Происходит подписка на данный сервис. Это электронная почта бизнес-класса, защита от спама, вирусов, с корпоративной адресной книгой, с полнофункциональным корпоративным календарем и еще различными возможностями. Это возможность управления документами и удаленного доступа к ним. Это возможность совместной и одновременной работы над одним документом, тут нескольких пользователей. И это многопоточные интернет-конференции с полным интерактивом, то есть пользователь видит, слышит аудио, видит видеоизображение, можно демонстрировать, совместно править документы, можно передавать доступ к своему компьютеру, к рабочему столу. И там еще множество различных возможностей. И это, конечно, контроль. То есть это гибкое управление количеством пользователей, вариантами доступа, администрированием их и уже безопасность. Что касается самого бренда Office, сейчас он доступен в виде двух вариантов покупки. Office 365 – это вариант покупки по подписке. Клиент всегда получает и использует самую новую версию продукта. Office классический, в виде бессрочной лицензии, коробочная версия – это покупка бессрочной лицензии, в которой существует версионность продукта. То есть нельзя поменять версию, там нужно делать апгрейд, либо нужно покупать новый вариант Office, только тогда вы получите новую версию. И мы перейдем дальше к рассмотрению именно сценариев того использования Office 365, которые доступны на данный момент. То есть я не буду сейчас останавливаться сильно на описании этих служб, я просто хочу рассказать о том, что получает конечный пользователь. Первый сценарий, то есть первая причина, почему Office 365 это более гибкое и более интересное сейчас решение, это то, что увеличено число устройств на пользователя. В случае с коробочной версией Office 2013, к примеру, Home and Business приложения, их нельзя переносить на другие устройства. То есть они привязываются к железу, на котором установлены. В случае с Office 365 пользователь имеет возможность установки до 5 стационарных систем, то есть это может быть либо PC, либо Mac, и до 5 мобильных устройств, планшеты, смартфоны и так далее, на одного пользователя. То есть, если у вас два компьютера, то покупатель Office 2013 Home and Business должен купить 2 лицензии на каждый этот компьютер. Если у вас Office 365, то вам достаточно иметь только одну подписку. И расходы уже сейчас, если мы считаем те тарифные планы, которые доступны в Украине,
расходы на Office 365, они сравняются с расходами на стационарную версию только через 3 года. Со всеми вытекающими ограничениями, которые есть на коробочных решениях. Следующий сценарий. Сервис Office по запросу. Это сервис, который позволяет использовать клиент Microsoft Office, не используя инсталляцию, не делая инсталляции на компьютере. То есть ваш ноутбук может быть там, ну, не дай бог, утерян, испорчен, временно недоступен, потому что вы где-то удаленно работаете. Вы можете использовать вашу легальную версию Microsoft, используя любой другой компьютер. Там не будет требоваться установка. Используется специальный сервис, скачивается один небольшой файл, и без установки вы можете получить доступ к вашему программному решению. В случае с коробочной версией Office, конечно, при сбое, при недоступности вашего ноутбука вы не сможете получить доступ ни к приложениям, ни к файлам и документам в полном объеме. Следующая причина – это доступ к документам в любом месте. Office 365 позволяет иметь доступ всегда к своим документам, имея подключение интернета. Вы получаете до 25 гигабайт дополнительного пространства на SkyDrive Pro. Это позволяет вам хранить документы в облаке или только там дублировать их. Доступ к документам есть везде, где есть интернет, даже с мобильного телефона. Клиент SkyDrive есть на платформах и Windows Phone, и iOS, и Android. SkyDrive Pro или SharePoint – это корпоративное хранилище, авторизованное политиками организации, и вы, коллеги, всегда работаете с актуальной версией документа, с какого бы ПК не обращались к документу. Также существует возможность настроить меню ленту, учетную запись, которые и на эти настройки будут переходить за пользователем, вне зависимости от того, на каком устройстве он сейчас работает. В случае с Office с коробочной версией остается вариант, когда нужно носить с собой либо компьютер, там ноутбук, или носить документы на флешке, или пересылать рассылку, делать файлов по почте и следить за версиями в ручном режиме. Следующая причина – это то, что приобретая подписка Office 365, вы не должны, вам не нужно приобретать новые серверы, серверные клиентские лицензии. Вы получаете онлайн-версии таких служб, как Exchange, SharePoint и Lync. Проще говоря, чтобы организация работала, на ПК должен стоять Office. Чтобы работал Office, обеспечивая компанию возможностями для совместной работы и объединенных коммуникаций, к нему должна быть достроена инфраструктура серверов Exchange, Lync и SharePoint. В случае же, если вы покупаете подписку Office 365, вы получаете вместе с Office, который можно устанавливать локально, еще и подписку на облачные сервисы. Вам не нужно думать о локальной инфраструктуре. Пакет услуг Microsoft Office в облаке объединяет функционал настольных приложений Office с онлайн-сервисами Microsoft. Exchange Online, SharePoint Online и Lync Online. Следующее преимущество – это цена. Практически существенно отличается стоимость первоначальных инвестиций. Для покупки Office 365 не требуется таких инвестиций, которые необходимы для того, чтобы развернуть такую же аналогичную инфраструктуру у себя с использованием необлачных продуктов. Даже без учета стоимости инфраструктуры цена на Office 365 при покупке ниже Office 2013. Если прибавить стоимость инфраструктуры на пользователя, то цена решения Office 2013 в 3-4 раза превышает решение на базе Office 365. Данные расчеты я проводил из актуальных прайс-листов компании. Здесь цены указаны в долларах. И
В расчет также еще включены затраты на серверную часть, Windows Server и лицензии для него. Ну, скажем, это не является, это я имею в виду левый блок цен, это не является обязательным условием для приобретения, для использования Office 365. Я включил эти цены, потому что мы видим, что очень часто данное приложение все равно используется клиентами, и затраты на них, я думаю, актуальны. Если говорить проще, то покупка Office 365 это офис под ключ со всеми необходимыми для функционирования компании сервисами. То есть вся инфраструктура. И при текущей ситуации мы видим, что при этих расценках мы видим, что за 5 лет Office 365 остается все равно более выгодным решением, чем покупка стационарных версий. Теперь коротко о тарифах, которые в Украине доступны. Сейчас подготовлены цены для 3 групп бизнес-требований. Это для малого бизнеса, то есть до 25 пользователей, первые 2 колонки. Для среднего бизнеса до 300 пользователей. И для предприятий крупного бизнеса с неограниченным количеством пользователей. При этом существуют различные тарифы внутри вот этих сегментов для того, чтобы отделить тех пользователей, которые используют, либо могут не использовать эти услуги, чтобы не переплачивать. Тарифы, включающие подписки на стационарный Office 2013, начинаются с цены $12,5 в месяц. Остальные опции, они описаны на сайте Office 365 по ссылке, которую я указал на презентации. Ну, она, в принципе, активна. И если необходимо, я предоставлю эти ссылки для того, чтобы ознакомиться с тарифными планами более подробно. То есть 19 опций еще дополнительно там либо включены, либо не включены в зависимости от тарифный план. О чем еще не упоминалось? О том, что серверные мощности в данном случае, в случае подписки Office 365, они не требуются. Не требуется покупка программного обеспечения для серверов. Не требуется трудозатрат для поддержания работоспособности этой инфраструктуры. Не требуется покупка и обновление серверного софта, и не требуется покупка антивирусов. То есть все включено уже в услугу. Каждый пользователь получает до 25 гигабайт свободного места. Ну, как могу сказать, по нашей компании нам этого более чем достаточно. И Service License Agreement, это SLA, этот контракт, он обеспечивает 99 и 9, почти 100% работоспособность системы 365 дней в году. Большинство, даже не так, наверное, все-таки уже не такое же большинство, но где-то 1/3 пользователей еще используют бесплатную почту типа Mail.ru, типа Google. И Microsoft включил возможность в этот пакет использовать собственный домен электронной почты. А также включен Outlook 2013, который гораздо интереснее и гораздо функциональнее, чем бесплатные приложения. Он показывает статус отправителя, общую адресную книгу позволяет содержать, календарь, дает возможность интеграции с другими приложениями Microsoft Office. Office 365 дает возможность проводить видеоконференции, передавать управление компьютером, рабочим столом. По сути, дает возможности и функционал корпоративного портала, то есть возможность использовать мощности Microsoft без затрат на железо, развертывание программного обеспечения корпоративного портала и не заниматься его сопровождением. Интерфейс программы подготовлен для обычных пользователей, то есть не обязательно быть системным администратором, не обязательно проходить специализированную подготовку для того, чтобы произвести настройку собственного аккаунта. Достаточно все просто, понятно
с русифицированным меню и прочими удобствами. Новый офис обеспечивает гибкие правила работы. То есть в случае, если вы приобрели стационарную версию офиса, вы ее не можете вернуть обратно продавцу, вендору. Но в случае с Office 365 вы можете отказаться от части лицензий или докупить следующую часть лицензий, причем в тех рамках, в то время, в ту длительность, которую это необходимо. Это актуально на тот случай, если в компании привлекаются сотрудники временно, на какое-то ограниченное время, там, работа по контракту, или, например, существует сезонное изменение рынка, когда в компании то прибавляется, то уменьшается количество пользователей, и этим можно гибко управлять. Подключение и отключение новых пользователей – это простая процедура, то есть администратор может освоить ее, используя там существующие инструкции, проблем с этим не будет. Не требуются капитальные инвестиции для подключения сервисов. Легко подключить и работать удаленно, и давать доступы для удаленных офисов, предприятий, клиентов и так далее. Службы интегрированы, и администратор управляет ими через единую консоль. Это удобно, потому что в случае с обеспечением серверного, в случае с коробочными решениями, в случае с собственной инфраструктурой серверной, там, конечно, придется настраивать отдельно каждое приложение отдельно. Вот. Ну, собственно, на этом основная часть презентации моего доклада закончилась. Мы можем сейчас их обсудить ваши вопросы. Если они появились, задайте, пожалуйста, их в чат. Да, есть вопрос от Wizard. Конфиденциальность данных. Существует перечень условий, которые Microsoft берется выполнять, в том числе, которые включают требования украинского законодательства. И я могу подготовить эти материалы, Wizard, к сожалению, не... Да, я понял ваш вопрос. Оставьте, пожалуйста, свой контакт, я вам подготовлю эти материалы и отправлю на почту. Все, вижу. Так, есть вопрос, будет ли запись вебинара. Да, запись вебинара велась, и в течение сегодня или завтра мы опубликуем на наших группах ВКонтакте и Фейсбуке. Будет доступна запись видео. Или, если нужно, я могу по запросу отправить саму презентацию на почту. Да, Wizard, включу вам почту презентацию. Да, ну, пока люди пишут вопросы, еще хочу обратить внимание, что сам функционал уже вживую можно попробовать. Вы можете обратиться к нам, мы вам подготовим ссылку, по которой вы сможете получить уже организованный доступ администратора на тестовую площадку и увидеть сами возможности, то есть пощупать руками. Если это для вас актуально, мы такую ссылку вам организуем. +1, ++, значит, это же желающие на ссылку, да? Так, есть. Хорошо. Wizard NT, можно уточнить компанию вашу? С какой вы организации? Понял. Хорошо.
Ну, вопросы у нас еще остались, или мы можем сказать, что... Спасибо, Виктор. Ну, у меня будет открыто окно, я пока отключу звук, но я никуда не ухожу. И если созреют вопросы, задавайте, не стесняйтесь, будем искать ответ и решение, которое именно вам подойдет. Так, Денис, пропустили вебинар, задавать вопросы не буду. Да, тут вебинар будет в записи. Вы можете уже сейчас, ну, вы знаете мой электронный адрес, можете на него подготовить какое-то письмо, потом отправить мне, даже если в записи не найдете ответы. Тетра, что происходит с данными, которые собрались в облаке? Например, я отказался через месяц, я отказался через месяц от сервера. Да, хороший вопрос. Есть специальные правила при остановке оказания услуг Office 365. В течение 30 дней после прекращения оплаты данные все еще доступны будут в облаке, то есть их можно будет забрать. Потом есть специальный такой период 90 дней от Microsoft, когда они все еще доступны, но по отдельному запросу. Вот. После этого доступ к данным будет прекращен. То есть резко занавес не опускается, будет время на то, чтобы в случае, если вы хотите приостановить пользование услугой, можно будет их оттуда забрать, используя экспорт данных. И так, сами данные уничтожатся. Спустя 90 дней они перестанут быть доступными. Что с ними произойдет после этого, Microsoft не уточняет. Вот, но я думаю, что за 90 дней можно успеть, даже больше, за 120 дней можно успеть сохранить локально их. Да. Ну, о правилах можно много писать, там Google физически уничтожает диски, а Google не знаю. Я знаю, что у Google на большое количество пользователей тоже действуют там платные тарифы, платные аккаунты нужно покупать для бизнеса. Так что с Google Docs его сравнивать можно, но только уже на уровне бизнес-решений. В демодоступе ограничения временно. Временные ограничения есть. Александр. Демо-доступ есть возможность использовать 30 дней пользователь. Функциональность веб-приложений, да, доступна. Александр.